Берсерк. Хранители желаний. Часть 2. Бехелит? Ты знаешь, что это такое? Эй, Гац! Кто ты такой? И где ты это взял? Это не мое. Из замка я украл его у графа. Клянусь. А теперь расскажи все, что знаешь. Меня зовут Варгас. Я был лекарем в замке. Граф не всегда был таким. Конечно, он был жестоким, но по крайней мере человеком. Однако, 7 лет назад вот это попало к нему в руки, и в нем исчезло все человеческое. Он стал обращаться с живыми людьми, как с куклами. Он потрошил их, рвал на части, а потом пожирал. И так как ему требовалось все больше человеческой плоти, то он развязал охоту на людей под предлогом поиска еретиков. Я больше не мог выносить подобных развлечений графа. И вместе с женой и 2 сыновьями бежал из замка. Однако по дороге нас выследили и бросили в темницу. А потом он истерзал меня, а жену с сыновьями на моих глазах. Эта сцена до сих пор стоит у меня перед глазами. В тот момент, вместо гнева или горя за жену с сыновьями, тогда я был охвачен животным ужасом. При помощи спрятанного снадобья я притворился мертвым, и при первой же возможности выскользнул из замка, украв заодно эту вещь. Это было чудом. За прошедшие 7 лет я исследовал все религии, священные и еретические писания, но об этой вещи не узнал ничего. Так что же это такое? Ключ. А? Ключ, открывающий врата в параллельный мир. С древних времен с его помощью можно вызвать чудовище из другого измерения, которое вершит темную сторону людской истории. Ключ, вызывающий 5 из руки Бога. А? Господин Зандарк! Господин Зандарк, вам нужен покой. Я убью его! Убью! Это же ваше превосходительство! Он не в себе, господин Зандарк, он нездоров. Черный мечник, я убью тебя! Ваше превосходительство, он опасен. Прошу вас, вернитесь в свои покои. Да, выгони всех из комнаты. Но... Я сказал, все вон. Всем покинуть помещение. Ты ненавидишь черного мечника? Ненавижу. Я готов на все, лишь бы убить его. Хорошо. Я исполню твое желание. Что происходит? Что это? Нет! Убери это! Вижу Отпусти меня! части меня. Отпусти! Отец Даль! Что такое? Один из доносчиков указал, где скрывается черный мечник. Что? Хорошо. Возьмите с собой 3 десятка стражников. Стойте. Ваше превосходительство. Он заметит перемещение такого большого отряда. А помните, сколько рядовых мы недавно потеряли?
Так просто его не прикончить, если только... Зандарк, дай же волю своей обиде. Слушай, а он мастерски сработан. И правда, чего это я? Он же не двигается. Если присмотреться, то у него довольно занятная личка. Настоящее произведение искусства. Это не изделие, он живой. Раньше не мог сказать, дурак. Даже если оно живое, то как будто бы не опасно. Похоже на дверь. А как же он призывает руку Бога? Кретин, если бы я знал это, не ломал бы голову. Кстати, забыл спросить. А? Как его заполучил граф? Случайно. Однажды в замке остановился торговый караван. И граф случайно купил его у одного из купцов. В караване о нем тоже ничего не знали. Упомянули только, что бихелит этот попался им где-то на востоке, на городском базаре, где торговали всякими диковинками. Случайно, говоришь? Вот же она. Посмотри, это план замка. Мало кто, кроме графа, хорошо знает замок. Здесь отмечен тайный ход, по которому я выбрался. Вряд ли тебя кто-то заметит, пока ты не доберешься до башни. Я бы тоже хотел пойти, но с таким телом я буду тебе обузой. Умоляю. Я ждал этого дня 7 лет. Ждал, когда придет кто-то вроде тебя. Кроме тебя никому это не под силу. Умоляю, отомсти. Не трогай меня! А? Газ! Что на тебя нашло? Меня от твоего вида плевать тянет. Больше не прикасайся ко мне. Ты себя хоть раз в зеркале видел? Разве ты сам сейчас не смахиваешь на чудовище? К тебе и подойти-то страшно. Ты! Вот зачем ты постоянно всех обижаешь? Ай! Ты! Мне все равно. Если он убьет его, то неважно почему. Дедушка. Трусливый ублюдок. Я не собираюсь мстить ему за тебя. Просто хочу его убить. Что случилось? Ай-яй-яй-яй! Гац! Это тот, с которым ты днем... Снова ты, крепкий верзила. Гац! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ясно. Ты больше не человек. Мальчишка, я порву тебя на кусочки! Гац! Вот и все. Что это такое? Убью! Убью! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Что это? В клочья разорву! Что?
Как? Ничего. А ты в порядке, малыш? Дедушка. Проклятие! Что это за чудовище? Он размахивает своим боевым топором, словно кнутом, с такой скоростью, что не разглядеть. Конечно же, мы для него рубленное мясо. Но, несмотря на скорость, все его атаки отражаются. Ого! Он... Эй! У него же полголовы отлетело! Изумительно. Черный мечник. Что это такое? Черный мечник. Ты неплохо держишься для обычного человека. Это же... граф? Давно не виделись, Варгас. Ясно. Так это был ты. Подожди, я разберусь с ним, а потом развлекусь с тобой, как 7 лет назад. Превосходно. Твоя сила, твое мастерство на вершине человеческих возможностей. Среди людей тебе нет равных. Среди людей. Но ты всего лишь человек. И это твой предел! Давай сюда! Живее! Ты не мог для бегства придумать путь получше. Ну и вонь. Этот урод умер? Не знаю. Это правда был граф? Нет, не он сам. Больше похоже на отпрыска. Он паразитировал на этом верзиле и через мозг управлял его телом. От него осталась только жажда мести. Здесь наши пути расходятся, но прежде... Отдай мне Бехелит. Ну же, это будет платой за убийство графа. Он же бесполезен для тебя. Ну... Бывай. Подожди, Гац! Дедушка, у вас получится сбежать? Да, ты тоже береги себя, малыш. Дедушка, вы хороший человек. Сначала я думал, что вы страшный. Ой, простите. Ничего. Ступай же. Да, пока. Послушайте, я тут подумал, что нужно ценить свою жизнь. Я и сам мало знаю о жизни. Но я считаю, что в жизни полно более важных вещей, чем месть. Я и сам запутался в том, что сказал. Нет, ты прав. Пока! Забавный эльф. Что ж, мне тоже следует убираться отсюда.
Что? Что? Не может быть! Нет! 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 Постой, Гац! Это было грубо. Отобрал Бихелит и прости-прощай. Ты должен был проводить его до безопасного места. Что с тобой? Он помог тебе. Подсказал, как пройти в замок. А потом Бихелит. Я мог сам со всем справиться. За что мне его благодарить? Не отдам Бихелит по-хорошему, я просто отнял бы его силой. Злюка. Но послушай, вы же оба на графа зуб имеете. Значит, вы союзники. Союзники? Я и он? Ты шутишь, что ли? Даже когда он умолял меня, я отказал этому червю. А? Как ты можешь говорить такое? Я не собираюсь волноваться о никчемном уроде и притворяться, что мы с ним друзья. Он бы только путался у меня под ногами. Тебя это тоже касается, козевка. Что? Еще одна казнь? Это правда? Да. Так вчера ж была. Наверное, это приятель того парня, который устроил заварушку на месте казни. Поговариваю, что это для того, чтобы предупредить его. А? Гац! Эй, погоди! Гац! Гац. Эй, Гац! Эй, Гац, послушай! Гац, чтоб тебя! Ясно. Я все понял. С меня хватит! Я больше ни о чем не буду тебя просить! Он рвал их на части и пожрал. Эта сцена до сих пор стоит у меня перед глазами. Тогда я был охвачен животным ужасом. Умоляю, отомсти. Вот мы и свиделись снова, Варгас. Кажется, прошло 7 лет. О, какой пронзительный взгляд. Обычно перед этим проводится тщательный допрос, но я решил казнить тебя сразу. Будь благодарен. Ваше превосходительство, ту вещь у него не обнаружили. Ясно. Значит, он у черного мечника. Дедушка. Ай-яй-яй-яй, что делать, что делать? А? Это же... Гац! Гац! Гац, ты все-таки пришел! А ты хороший. Сделай что-нибудь. Если не поспешить, то дедушка... Ты не так понял. А? Я пришел поглядеть на его последние минуты. Смотри. За воротами замка, вблизи эшафота, готов к бою отряд в 100 человек. Я не настолько наивен, чтобы спокойно пойти в западню. Но ведь... Раз так о нем печешься, да почему сам его не спасешь? Но я не смогу. Тогда заткнись.
Вы два сапога пара. Всего лишь обычный человек, который даже поднять меч не может. А туда же ублюдок бросает вызов подобным монстрам. А? За амбиции приходится платить. И конечно же, если цель слишком высока, то и цена будет соответствующей. Снова как в тот раз. Его эмоции вливаются в меня. А самая высокая плата за амбиции — уничтожение. Жарко. Буря темных и жестоких помыслов. Разрушение себя и всего вокруг. Словно черная магма. Это источник силы Гатса. Дедушка. Он переоценил себя. Червь должен жить в земле, а если решит высунуться, ему конец. Гатс, ты боишься? А? О чем ты? Дедушка знал, что у него нет ни шанса на победу, но тем не менее пытался сражаться. Ты же боишься того же самого? Да. Ты не хочешь признавать, что вы с ним похожи. Ты просто не хочешь признавать, что тоже борешься без шансов на победу. И это страшит тебя. Тогда зачем ты пришел сюда? Если бы тебе было все равно, ты бы не пришел, ведь так? На самом деле ты не ненавидишь дедушку. Ой! Слишком много зудишь на Гад, секунду. отпусти! Ты эльф, а такой же трепло, как человек. Эй! Ах ты! Гад, дурак, 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 сухарь, трус! Мелкое отродье! Это малявка! Что это? Жалость? Он издевается? Голова сейчас лопнет. Чувство страха, гнева, горя, вины. Водоворот сотен безумных чувств. Дедушка! Я сам! Я сам это сделаю! Это дурак! Болван. Че это такое? Что такое? Шевелись, есть? Жаль. Жаль, что я не увижу, как ты давишься собственной кровью. Что ты сказал? Твоя погибель близка. Скоро дьявол и тысячи погубленных тобою душ утянут тебя обратно в ад. Что за чушь? Убить. Черный мечник, умоляю, обязательно преподнеси нам голову этого демона! Покажи ее нам! Черт! А? Ты! Голову этого демона. Наконец-то ты показался, черный мечник. Мне ли сделать это? Или же...
Дерьмо. Почему мы должны возиться с этим? Если так и дальше пойдет, то трупы будет некуда скидывать. Да плевать. Однако что за дурень? Пошел наперекор графу. Не-не-не, надо кончать с этим и возвращаться. А? Все тот же взгляд, полный злобы. Я смогу. Верните мою голову! Ничего не вижу! Голову графа! Ненависть! Моя ненависть! Давай ненавидеть вместе с нами! Ненавидеть вместе! Ненавидеть! Прекратите! Идите к черту! Отвалите от меня нахер! У меня с вами нет ничего общего! Вы мертвы! Вы бесполезные отбросы! Мертвые ничего не могут изменить! Это моя битва! А я из плоти и крови! Именно. Это сделаю я. Я убью его собственными руками.